Кушали что с утра? Что-то кушали? Да. А что покушали? Сухари. Сухари и все, что ли? Да. Ну, конечно, условия наставляют желать лучшего, это мягко сказано. Походу тут кровь. Следы, видишь, прям отсюда идут. Смотри, это реально кровь. Прямо сейчас мы подъезжаем к Николаю Григорьевичу. Это дедушка, которого в деревне за его затворнический образ жизни прозвали Лешим. Он много лет живет в сарае. Это, собственно, сарай для инструментов. Он абсолютно холодный, там большие щели. И греется дедушка за счет того, что разжигает костер в ведре. Из-за этого у него там все в гаре, с потолков свисают какие-то сосульки, дверь также вся черная от костра. И лицо у дедушки постоянно все в саже, и однажды он чуть было даже не сгорел. Это продолжение истории про Лешего. Ссылки на его предыдущие выпуски я оставлю в описании, ну а мы уже подъезжаем. Друзья, сейчас к нам приедет Ренат и поможет установить печку, чтобы у дедушки было тепло. Друзья, я рад вас приветствовать на канале Сансара. Огромное вам спасибо за вашу подписку, за вашу поддержку. Все это очень сильно помогает продвижению нашего канала и этого ролика. Ну а мы начинаем. Вам приятного просмотра. Мы подъезжаем, и я вижу, что Ренат уже приехал. В общем, его машина стоит. Да, Ренат, привет! Привет, привет! Привет, как дела, как настроение? Вы как? Как здоровье? Да вроде лучше стало все. Да, то народ переживал. Но самое главное, сейчас здоров. Да? Ну, и готов? Конечно. Пойдем обрадуем Николая Григорьевича. Давай. Кстати, друзья, вот у Рената прям легендарная машина, мне кажется. Она прошла огонь и воду и все, что можно. Рената, давно машина эта у тебя? Ну, вообще, эта машина не моя. Мне дал хороший знакомый попользоваться, потому что, у меня ситуация не из лучших. Но вот человек вошел в мое положение, потому что без колес никак. Вот, пользуюсь. Как бы сколько уже? 2-й год. Да, друзья, кстати, вот чем мне лично нравится Ренат, то что, несмотря на то, что у него у самого также непростое положение, потому что сейчас и стоимость на стройматериалы выросла, и заказов стало немного поменьше, своего автомобиля нет, но тем не менее всегда откликается, всегда помогает. Ренат, тебе от меня большие респекты, ты красавчик. Нужным и правильным делом занимаетесь. Не знаю, у меня никогда не было такого. Если я могу, если у меня есть возможность, я стараюсь всегда помогать. Я вижу, Николай Григорьевич идет нас встречать, мы привезли ему дров. Да, здравствуйте! Привет. Здравствуй. Как дела у вас? Да ничего. Как здоровье? Да жду вас. Ну, кстати, хорошо, выглядите получше уже. Николай Григорьевич, сейчас с ногами что у вас? А у меня инсульт. А давно? До 3 года уже. На карачках лазал во дворе. И все. Ага. А сейчас, может, какие-то лекарства пить надо? Да какие лекарства? Николай Григорьевич, говор у вас, кстати, интересный. Откуда родом вы? С Кривого Рога. А, Кривой Рог? Да, Украина. А сестра на Сахалине, да? Ну, мы дрова вам привезли, и Ренат приехал, сейчас поможет с печкой. Будет у вас печка. Здравствуйте. Здрасте. Ну, у вас прям лицо все в саже, конечно. А вон видно, что похоже, что растопили печку, потому что из жилища, так сказать, дым идет. Да. А сейчас ведро, да, растопили? Ну, в ведре. Да, в ведре зажигают огонь, разжигает костер, в общем, так и греется, так и топится. Вот посмотрите, поэтому дверь она вся вообще, ну это вся черная. Здесь вот полностью все черное. Как я уже говорил, один раз он даже чуть не сгорел. Дыма много, большие щели. Ну, прошлую зиму 32 пережил. А в эту самую роня у меня сгорела постель. Ага.
А то соседи что там дали, да и все. Как Григорьевич, кашляете что-то очень тяжело. Может, к врачу вас? От Или- хорошей жизни. Или И это кашель хороший. Да, все-таки чем мне нравится Николай Григорьевич, что никогда не унывает. Николай Григорьевич, а кушали что с утра? Что-то кушали? Да. А что покушали? А сухари. А, сухари и все, что ли? Да. Ну, конечно, условия оставляют желать лучшего. Это мягко сказано. Там еще бумага у него. Ну да, это. Как-то все не очень спокойно. Даже установив печку, я буду переживать в любом случае, потому что как он будет пользоваться, я вижу просто как, Все устроено. как устроено, как он с помощью ведра это все делает. Ну, это очень опасно. Но в ведре же тоже опасно, потому что... Это естественно. Даже- Вот мы сами подошли, сразу же вот идет дым оттуда, потому что он растопил в ведре, а ведро это стоит на полу. Можно просто угореть, да, получается? Ну и угореть, и вот какая-то искра куда-то полетит, схватится, и он отдыхать в этот момент. Палка раз в год стреляет. Ну да. В прошлом году не стрельнула, не дай У бог. меня тоже 2 года нормально, а в этом году пыль сгорела. Хотел тоже у вас и спросить, вы же здесь живете, эта земля не ваша, сарай не ваш, то есть вам на время дали здесь пожить, правильно? Ну, пока не гонят. Пока не гонят. Уже 3 года тут живете. Да. Ну, кстати, как раз вот друзья многие спрашивали, что вот мы привезли бытовку, поскольку земля Николая Григорьевича, Николай Григорьевич, в общем, тут на птичьих правах, то и бытовку сейчас Конечно, привезти-то тоже невозможно. Да, я здесь и в остановке жил. На остановке жили, да? Да. А сколько по времени жили? Да, поздно осенью. То есть прям на остановке? Дожди пошли, а все-таки остановка под крышей. А, то есть прям ночевали на остановке? Да. Так что уже со стажем. Смотрите, ее впритык прямо к стене не получится поставить. Прям вплотную. Нужно обязательно, чтобы был отступ, расстояние, пожарная безопасность. Ну тут, конечно, ни о какой пожарной безопасности речи не идет, потому что все вот это картон, вот это все нужно будет сейчас здесь убрать тогда. Нужно будет тогда доехать до какого-то строительного рынка, нужно будет поставить изоляцию, тут 2 листа, и уже мы спокойно выйдем в крышу. Если, друзья, кто-то из вас находится здесь поблизости с ним рядом, пожалуйста, старайтесь как-то периодически там навещать, что ли. Все, что от меня зависит, я сделаю. Как бы тут даже это не обсуждается, я для этого приехал. Но моменты вот эти, это нужно решать все вместе нам в кратчайшие сроки. Посмотрите на эту дверь, вот она выглядит так, как будто она обгорела. Она просто прокоптилась, потому что сажи очень много. Вот я не представляю, как вообще Николай Григорьевич дышит. Все то, что сейчас есть вот на двери, вот какая-то часть осела в легких Николая Григорьевича за вот все это время, пока он тут живет. По крайней мере, то, что, друзья, мы сделаем сегодня, поскольку сейчас Ренат установит печь, он выведет трубу, и Николаю Григорьевичу уже не придется вот этими концентратами дышать. Это уже вот хоть что-то. У вас Да. какой-нибудь чайник металлический есть? Ну, есть. Это вот на полу, которые стоят? Да. Но мы вам туда привезем чайник, чем печка еще хороша, то, что вы уже на ней сможете готовить. То есть не просто питаться в сухомятку, так как вот вы едите сухари, консервы, уже сможете что-то горячее себе приготовить. Друзья, мы купили Николаю Григорьевичу еды, поскольку выяснилось, то, что у него припасы закончились. У него остались одни сухари, поэтому сейчас мы накупили побольше консерв. Сегодня Ренат установит печку, соответственно, Николай Григорьевич уже сможет что-то себе приготовить. А также мы купили изоляционные материалы. А сейчас, друзья, мы переключимся на бездомного Сашу. Это парень, которого мы встретили у Макдональдса. Он 4 года ночевал в подъездах. Я 4 года в этой яме был. Сейчас у меня есть шанс вылезти отсюда и начать новую жизнь. Я вам докажу, что я вылез из этой пропасти благодаря вот этим людям. Мы сняли ему хостел на 2 недели, он попросил нас ему помочь акклиматься, его можно понять, он 4 года ночевал в подъездах, единственное, чем он согревался, это были горячительные напитки. У нас с ним был договор, и, как вы помните, он попросил нас помочь ему с работой, именно восстановить права. Сейчас мы к нему заедем и узнаем, как у него дела. Вот он, человек года. Привет, Сань, кстати, лучше выглядишь. Ну как вообще дела, как настроение? Замечательно.
Работать уже хочу. Надо работать, надо вон новую обувь покупать, новую куртку покупать. Кстати, похудел немножко что-то. Ну, не знаю. Вроде питаюсь, наоборот, это самое. Отъедаешься. Да, когда уже отходняк прошел, это самое, аппетит попер, смел все. Сань, ну как вообще впечатление? Ты уже, получается, 2 недели, да, живешь? Где-то 11 или 12 дней. Ну, почти 2 недели, да. Вот как впечатление? Вот жизнь до и вот которая сейчас есть, какая вот разница по ней? Знаешь, я как-то вечером вышел покурить, и вот стою, смотрю вот на эту темноту, ветер, такой-то самое еще пронизывающий был. Я думаю, ё-моё, вот сейчас я вот как раз время где-то 11:30 было. Думаю, сейчас вот шел бы, искал бы себе подъезд, вот тут по этому ветру, замерзший весь, голодный, прям перекоробило. Сань, ну ты посвежел, прям посвежел. Может быть, в больничку? Нет, ну это что, там смысла нету, ну что мне, это если надо было сразу, там могли бы капельницу поставить, а сейчас что, я уже отошел, Ну, да. у меня все нормально. А руки как? Ну, руки потряхивают, ну я говорю, они у меня, во-первых, с рождения, это еще, ну и вот волнами бывает, то ничего, то это самое, прям вот волной накатит, вот лопату взял, почистил, все, вот у меня небольшая нагрузка, уже тремор пошел. Сань, так рвешься работать уже. Ну да, надо делать что-то. Я уже тут и снег убираю, уже мусор выношу, уже это самое, дверь открываю. Там Таня это самое, то покушать, то в магазин сходить, то там убираются в соседнем блоке. У нас тут еще вот у нас блок А, дальше идет блок Б. Она туда уйдет, и ей, соответственно, бегать туда-сюда. Она Саша говорит, пооткрываешь? Я говорю, конечно, от безделия это самое. Тут с ума схожу. Что нужно для работы? Вот это самое, мне тут сказали, что вроде как это самое, без прививки сейчас не берут на работу. Ну и штраф заплатить. А сколько у тебя штраф? 2000, 2000 штраф. да. А на восстановление прав сколько заплатить? Ну вот 2000 штраф И всё, платишь, да? и все, да. Ну и телефон с приложениями. Да. Так, помнишь, о чем мы с тобой договаривались в самом начале, помнишь? Ты сколько тут уже живешь? 12 дней. Да, 12 дней. Продержался. 21 числа мы, получается, сюда Да, заехали. завязать с прошлой жизнью полностью. Все, готов. да, это самое. То есть, ну ты на самом деле красавчик, поэтому вот тебе подарок. Это вот телефон с приложениями. Теперь это твой, он абсолютно новый. Можешь открывать. Благодарствую. Друзья, напомню то, что у Саши были потеряны права, и чтобы их восстановить, нужно будет заплатить пошлину, и в целом он уже сможет себе сделать права. Телефон с приложениями у него есть. Все. Саня, вот тебе задание, короче. Следующее задание, которое надо тебе сделать. Вот здесь вот 3000. Ну, то есть вот на штраф и там еще на дорогу, на что-то еще. Ага. Вот сгоняй, съезди, заплати штраф, ну и потом расскажешь, что было. Я сегодня тогда на Киевку поеду. Добро. Съездю это самое, очки посмотрю. И потом уже это самое, а завтра утром поеду туда. Сейчас гляну, во сколько они там открываются. Друзья, сейчас вот я пойду куплю продуктов Саше и продлю ему хостел. Спасибо всем, кто мне помогал, всем подписчикам, всем тем, кто в меня поверил. Вот там кто-то сомневался во мне, но я вот свое слово пока держу. Ребятам спасибо, спасибо за телефон, спасибо за всю помощь. Я очень благодарен таким людям, которые помогают и вот вытащили меня на самом деле. Я сейчас хоть человеком себя почувствовал. Вот просто-напросто вот этот подъезд уже, это самое, он в печенке сидит. Спасибо вам большое. Так, друзья, едем к Николаю Григорьевичу. Немного вот застряли. Машина совсем не едет. Это не очень хорошо. Пойду на улицу, посмотрю, что происходит. Ну, будем вытаскивать машину. В общем, выбора-то нет. Так, Ренат, что там? Больше та сторона, да? Только чуть-чуть. 3-4, поехали! Что-то зарылись. Аккуратней. Все. Да, ребятушки, завязли немного. Ну, в общем, потолкали и все нормально. Снегом замело все. Пришлось тут немного поупорожняться. Ну что, тогда поехали, потому что Николай Григорьевич нас заждался. И сейчас
Зима, солнце садится очень рано. Надо успеть, нам еще нужно установить печь. Так, давай я их возьму. Взяли еще кастрюлю и взяли чайник. Сейчас вот Ренат установит печку, и можно будет Николай Григорьевич что-нибудь приготовить. Вон Николай Григорьевич какие-то вещи тут повытаскивал уже. Освободили, Николай Григорьевич? Ну так, на месте. Ну, немножечко подвинем, чтобы нам попасть без этого. Но сейчас мы все принесем и займемся вопросом этим. Уже холодно стало, я ведро растапливаю. Взяли вам еще кастрюлю и чайник. Теперь сможете чай сготовить. Это хорошее. Вот это хороший. И чайничек, смотрите, какой вот. Взяли, тоже хороший. Хорошее. Здесь, ну, лапша. И сейчас я консерву принесу. Пакет порвался, тяжелый пакет. Сейчас я принесу. Пока мы уезжали, стало холодно, поэтому Николай Григорьевич разогрел костер. Вот, как видите, вот он разогревает в ведре. Собственно, почему он открывает двери? Для того, чтобы не угореть. И сейчас вот Ренат установит печь. Соответственно, вся гарь, весь дым будет уходить наружу. И при открытой двери нужно постоянно поддерживать костер, потому что, в общем, все тепло, оно очень быстро улетучивается. Конечно, сарай, здесь довольно тонкие стены, здесь есть щели, но тем не менее, поставив печь, хоть какая-никакая будет уже теплоизоляция, и тепло будет оставаться, потому что будет закрытая дверь, ну и, соответственно, какое-никакое тепло будет в сарае у Николая Григорьевича. Николай Григорьевич, а на как долго хватает вот такой растопки у вас? Ну, чайник согреть, там еще что-нибудь. Сварить что-нибудь. А тепла достаточно от этого или? Ну, глаза видят тепло. Я понял. Пока горит, вашу душу греет, что вам тепло. Да. Ну, мы сейчас вам печку поставим, я думаю, будет на порядок лучше и комфортнее. Не только тепло вашим глазам, но и хоть немножко будет тепло вашему телу. Дай Бог. Оптимальным получается это вот этот прогал между двух жердей, они так называемые стропила. Вот, прогал здесь достаточно широкий, соответственно, если я здесь выпилю отверстие, вот, дымоход у нас выйдет. Сюда потолочно-проходной узел поставить не получится. Сверху я постараюсь более герметично установить мастер-флэш, чтобы течей было минимально. Но я не исключаю, что они будут. Тут, к сожалению, в таких условиях нельзя сделать идеально, качественно. К сожалению, вот все здесь наладан дышит, один угол может завалиться и все это потечет. Вот, я, соответственно, конечно, постараюсь сделать более качественно, чтобы он смог пользоваться довольно-таки продолжительно по времени. Вот, но находиться, я вам скажу, здесь не из приятных, потому что вот эта свечка у него сейчас, которую он разжег, горит, и дышать здесь очень неприятно. Я думаю, вы видите, что я стою полностью в дыму, и я вообще весь полностью пропахну этим дымом. Конечно, я приеду домой, это все с себя сниму, постираю и помоюсь. Вот, но я хочу вам просто передать, в каких условиях живет человек. И, естественно, я считаю, что ему нужно помочь. Иначе никак. Шиповник. Запасы. Сейчас вот мы вот эту полочку срежем в нескольких местах, потому что она мешает вывести лист. Эту жертву я трогать не буду, так как она несущая, на ней лежат вот эти балки. Все, друзья, пилим. Ой, бывает и так. Про тот конденсат, который я говорил, сейчас он будет топить печку. Здесь кровля, скорее всего, не герметичная и может начаться небольшой дождик. Но без тепла мы человека в любом случае оставить не можем. Печка есть, мы сейчас ее смонтируем.
можете видеть, уже на улице стемнело. Печка у нас полностью установлена. Вот, к сожалению, у нас по-другому не бывает. Постоянно что-то затягивается. Печь полностью установлена. Шибер, дымоход, сэндвич, внутри перлит. Моно труба. Как бы здесь, чем она хороша, она будет больше отдавать тепла. Здесь идет изоляция, и она держит этот перлит до 1200 градусов. Здесь тоже у нас монтированы изоляционные материалы, которые не дадут воспламениться стене. Соответственно, на земле у нас тоже очень много опила. Вот стружка, опил, как бы это все нужно будет потом убрать. Вот тоже изоляционный лист. Колосник установлен. Сейчас наша задача растопить, показать, как это все работает, как это все функционирует. Этим и займемся. Чувствуете тепло? Чувствую. Уже не глаза греет, да? Вот. Ну, есть какая-то приятная нотка на душе, что хоть не с ведром жить, не дышать этим угарным газом, дымом постоянно, чтобы у вас были открыты двери. А понимаешь, дело в том, что так и интересней. Интересней? Да. Я надеюсь, вы рядом не будете жечь свое ведро, а будете пользоваться печкой, потому что компания «Эволюция тепла» вам от всей души захотела помочь, как бы, чтобы вы не бедствовали, вот в таких ужасных условиях не жили, хотя бы как-то облегчить вашу жизнь. Я надеюсь, вы будете пользоваться этой печкой по прямому ее назначению. Здесь вы можете спокойно чайник, кастрюльку ставить, кипятить воду, варить суп, чай. Обязательно закрытая дверка, подкинули, закрыли. Не нужно, чтобы она была открыта. У вас тяга будет пропадать и дым будет обратно идти. Вокруг печи никаких дров, никакого полиэтилена, никаких картона и всего остального. Вот, печку растапливаете. Вот эту задвижку, смотрите, вот. Я сейчас ее прикрою. Здесь пойдет дым. Вот тот эффект, в котором вы были. Я открываю, дым исчезает. Вот, прямая тяга. Истопили печку, Николай Григорьевич, вернемся к этому. Закрыли. Появление ребят на вас как-то повлияло? Ну, конечно. Надеюсь. Надежда, да, появилась? Да. Я вам по секрету скажу. Вам посчастливилось, что на вашем пути встретились эти ребята. Я думаю, не пропадете. Друзья, ну уже достаточно поздно. Едем от Николая Григорьевича, и подписчики прислали информацию про одного человека. Он попал в беду, и вот сейчас заедем проверить, действительно ли это так. А вы давно тут живете? Не. Прямо вот тут ночуете? Не. Владимир. Так, он говорил то, что, правда, уйдет куда-то. По всему ушел. Походу тут кровь. Фига себе. Просто следы, видишь, прям отсюда идут. Угу. Смотри, это реально кровь. Походу вон там матрас или что это тоже.